Привет, путешественники! В этой части вы увидите А в конце я отвечу на два главных вопроса. Что такое не сезон в Мексике? И что выбрать, Канкун или Плая-дель-Кармен? Поехали! Летим в Мексику, в страну текилы и мескаля. А Димарик купил, вот говорит, вот надо вот это пить. Время 3 ночи. Через полчаса уже посадка. Короче, у нас вышло 65 на человека без еды, 4-звездочной на 7 дней. Заканчивается посадка на рейс ZF-111 в Канкун. Повторяю, 2 алкаша, бухающие виски с колой. Просьба допить это пойло и подойти к воротам номер 59. Ну что, ребят, мы в Канкуне, Мексика. Это после 12 часов перелета, 3 часов болтанки на паспортном контроле. Божественно. Я так устал. И я очень рад, что у меня в чемодане камера цела. Потому что я их забыл там. Говорят 24, а по ощущениям 30. Короче, летели Азуром. Честно скажу, туфта. В плане самолет хороший, но фильмы 40 штук, все старье. 2 раза поили, 1 раз кормили за 12 часов. Рассказываю, что было у нас для того, чтобы попасть сюда. Действующая шенгенская виза. Мы оформили QR-код не раньше, чем за 12 часов. Я поднес телефон для фото, там абракадабра, короче, но это для них, для их пользования внутреннего. И ваучер, что гостишка есть. Все, да, обратный билет даже не спросили. ПЦР-тест никто ничего не сдавал. 3,4, такая фигня вообще. Все. Ну что, вчерашний день, что и следовало ожидать, прошел, собственно, никак. После 3-часового паспортного контроля мы простояли еще час у нашего микроавтобуса номер 47 от Annex Tour, пока остальные несколько человек не пройдут данную процедуру. Зашли в ближайший единственный магазин, купили упаковку колы и упаковку пива, поштучно там не продают. Потом ехали до отеля минут 40, попутно разбавляя, хочу заметить, баночную колу с Балантайс. Местное пиво отстой полный. Кстати, хотел информацию сказать. На границе, на паспортном контроле проблему у тех, кто выходцы из азиатских республик нашего Советского Союза. Там, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Их вообще не любят, потому что они приезжают, теряются здесь, и они, в Америку, они сразу на мексиканскую границу, и там просят политическое убежище, и все, приехали. Если у кого-то в паспорте написано «рожден в Туркменистане», полчаса обеспечено возни, а могут развернуть. Купил симку за $5. Ну, отель ничего, отель ни о чем, городской. Кстати, мне замечание делают, вот здесь ходить нельзя, это все велосипедное. Отмел. Вон там, кстати, центр города. Попросили женщину поглядеть за нашими вещами и пошли за сим-картой и переходником. Розетки здесь американские, со 110-вольтовым током. Догуляли до кафешки, заказали еды, пиво и текилу, естественно. Решили хотя бы быстренько. Очень хочется пить, и очень хочется буррито стоит. Забегая вперед, скажу, больше и вкуснее бурритос я не ел в течение всего нашего отдыха. Как говорится, темнело. Под нормальным градусом вернулись и получили ключи. Пройдя мимо бассейна с сильно хлорированной водой с температурой под 30-ку, перейдя через дорогу, зашли в здание номер 2. Я пошел в душ первый и занялся важными делами. Перед прогулкой по тусовочному ночному городу ненадолго прилегли. Опять пить? Ни хрена не спится время, 7 утра. Пошли, куда-то. В 2 часа глаза продрал, и не сплю. А у нас уже 10. По нашей карточке. Да, еще никого не это. Можно, нифига себе. 7 утра, какой дебил будет заниматься. Хочу акцентировать внимание. Это же делюкс. С балантайцем хорошо идет. И кола, кстати, вкусная. 7 утра у нас в Москве уже 3 часа, да, получается? В
Представляешь, нету паркинга. Надо будет узнать, где бесплатный. Может быть, там где-то бесплатный, дойдем пешком, да? Парковки в Плая дель Кармен Вот так, все ребята, платные, всё. даже если вы не Метро нашли тыква. никакого знака. Ищите паркомат. Бесплатный промежуток с 10 вечера до 10 утра. А остальное время выкруживать $1 за 2 часа считаю бредовым занятием. Где-то под вечер начинают появляться на колесах припаркованных машин желтые железные заглушки-треугольники с квитанцией на лобовом стекле, с информацией о штрафе и где его оплатить. А учитывая, что большая часть населения, включая полицейских, не знает английского, потеря времени и нервов вам обеспечена. В чести нашего отеля у него имеется бесплатная стоянка, машин на 20. Брать или не брать машину, решать вам, но общественного транспорта, чтобы самостоятельно добираться до достопримечательностей, я не видел. Нормальный турист. Будил его вчера, пытался разбудить. В 7 часов. Он говорит, выключи кондиционер, никуда не пойдем. Я где-то в глубине души обрадовался, честно. Колбас был. Вот она наша цель. Оушен. Ола! Lying here, so hear me out. So let's run, run, run. Вот, ребята, чем отличается сезон от не сезона. Вот этими кучами водорослей, которые каждый день чистят. City haze, cool summer skies. Что, друзья, если бы вы знали, сколько лет, десятилетий я мечтал о том, чтобы как нормальный турист проснуться в 6 утра, пока еще самый ранний рассвет. И наконец-то это свершилось. Аллилуйя, Мексика! Better way to know. Together as we go. Просто как здорово оказаться где-то. Не в Москве, а где-то. Вот так соскучился по этому. С мая прошло сколько уже? 2 месяца? 3 почти. 3 месяца после Греции. Where we've been, don't matter now. Let's run, run, run around. Hot city haze. Вот на мерзопакостная фигня. Ужас. Блин, а тут теплая вода. Вонючая. Вонючая, блин. Чем она, йодом пахнет? Чем она? Димарик с антителами с 490, но до сих пор не пришедший в нормальное положение нюх. Но балантайз он чувствует. Обоняние этот запах, а осязание Ну, то есть я пробил. Вчера соленый. мне нравится кухня острая, я люблю. Но получается, что само собой, значит, приходится пить много пива. А это не очень хорошо. Ну почему? Вопрос риторический. Риторический вопрос, почему? Не знаю. Говорят так. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Давай на халяву, пока не согнали. Все, завалился. В Карибах! Буль-буль! Да там вообще теплынь такая. Но она грязноватая, Димарик. Мне нравится. Проблема саргассовых водорослей в больших количествах, поступающих сейчас на пляжи стран Карибского бассейна, в том числе Мексики, а также Флориды, впервые возникла еще в 2011 году. Саргассово море, которое с точки зрения географов морем назвать нельзя, получило свое название от этого вида водорослей. Его воды не имеют берегов, а границы определяют океанические течения, которые заставляют его воды медленно крутиться по часовой стрелке. Именно этот водоворот порождает более мелкие водовороты, которые с силой центрифуги могут затянуть в бездну не только маленькие суда, но и океанские танкеры. Эти водовороты порождают в воздухе мини-циклоны, которые засасывают на дно пролетающие поблизости на небольшой высоте самолеты. Подтверждением этому служит запись в вахтенном журнале от июня 1494 года, сделанная еще Христофором Колумбом, который первый прошел Саргассово море и пересек район Атлантики, который мы называем Бермудский треугольник.
Необычная воронка засосала 3 корабля в отсутствие какого-то ни было шторма или беспокойства на море. Временами случается, что ленты водорослей покрывают поверхность океана до самого горизонта, придавая вид затопленного бездонного луга. Именно в такой период и побывал в здешних водах Колумб со своей командой. Скопление бурых водорослей показалось им похожим на гроздья винограда, а дикий виноград по-португальски звучит как Sargasso. любой кусочек водорослей может жить самостоятельно, заново и заново воспроизводя себя. Кроме этого, Саргассово море известно как область, где компас и другие приборы сходят с ума. Оно пользуется печальной славой кладбища кораблей. Парусники прошлых веков застревали здесь не из-за водорослей, а из-за вечных штилей. Стоять приходилось порой бесконечно долго. Нередко на кораблях заканчивались съестные припасы и питьевая вода. Лошади, которые перевозили суда, обезумев от жажды, бросались за борт и тонули. Поэтому Саргассово море в прошлые века еще называли лошадиным. Оно считается самым большим морем в мире, максимальная глубина которого достигает 6995 метров, а соленость моря необычайно высока. Его акватория является домом многих представителей флоры и фауны. А самое интересное существо, чей жизненный путь начинается и заканчивается в Саргассовом море, это европейский угорь. Интересно, что угри помогли ученым обнаружить на большой глубине океана течение, противоположное по направлению Гольфстриму. Его так и назвали – антигольфстрим. Еще одним феноменом Саргассового моря является его уровень. Он на 1-2 метра выше окружающего его океана. Так что же стало причиной такому стремительному и неконтролируемому нарастающему росту Саргасс? В качестве основной из причин можно считать вмешательство человека в природу и загрязнение вод, куда вместе с отходами попадает избыточное количество питательных элементов. Цветение водорослей практически перестало носить сезонный характер, а скорость размножения увеличилась в разы. Время сколько? 7 утра. Вода такая теплыня, представляешь, как днем. Нытикам здесь не место. Вот такие цены на тест. Нашли 7-Eleven. Пойдем зайдем за пивом. Хотели пиво себе купить с 9 часов. Нет, мексикано. Все мексиканское. Так, в рублях умножаем на 4. В долларах делим на 20. Так, это что у нас? Являясь любителем пива, как вы знаете, нашел все-таки эль. Мы нашли эль мексиканский. ИПА и АПА. И апа. Два друга. Вот один ИПА, другой АПА. Вот это получается $2,5, вот это 2. Хот-дог, короче, Доллар. пожалуйста. Пепси и Джумбайт. Так, ну что, вот такие пиццы у нас. Такая 4,5. Пицца разогреваешь, багет, сэндвич, бурритос. Туфта, ребята, одно тесто. Что там внутри, вообще не пойму. Поменял еврики. Получилось Почему-то 20. оно, да. Мое изображение сюда настоящее интересное или нет? То, что показывается, вы считаете по интернету, там 20 показывается, 20 копейками. Ерунда, по факту вот так вот. А в магазине, в большом супермаркете, вы можете доллары не менять. Там у них самый выгодный курс, как раз получается 20. Вы должны купить ровно половину той купюры, которую отдали. Или тогда меняйте вот так вот, хотя везде принимают доллары. Ну все, погнали. Breakfast. Короче, у нас забавно. Отель на 2 разделен. Почему-то. А завтрак на 3 вообще. Вот здесь, вот. Блю, браслет. Завтрак не входит. На двоих получается 350 песо. По $8. Бен Аффлек, Джим Керри, Go Home. Into the city, I feel lighter than smoke. Above the traffic, everybody better look out below. I got somewhere to be, time got away from me. Too busy feeling free, it's all I can do now.
Сколько время? Че, вчера опять обожрались, что ли? Уровень отеля в городе Плая де Кармен. 4 звезды. Вот такая канитель. Ну, вроде все нормально. Все нормально, блин, кондиционер, телевизор, все. Вот такой вид шикарный, блин, на город. Дальше. Естественно, горячей нету, это то, что нагрелось. Вот такая хрень. Такая вот хрень. Еле вьется. Спутниковое телевидение. Нужно вам это или нет, но зато стоит как билет просто на самолет. Сегодня проснулся уже 4:30. Акклиматизация вот так вот проходит. 7 часов уже идем куда-то поваляться на пляже. Кстати, хотел про отель сказать. Холодильника в номере нет. Пиво все время теплое. Приходится покупать, выпивать. В номере оставлять смысла нет. Третий день. Все Третий бухаем. Машину никак не возьмем. I show you which one? Да, да. A ver, dale una, una. То есть получается у нас такос вот с такого вагончика в 2 раза дешевле. То есть 75, 52 такос, а там 120 в ресторане. 3 такос. Spicy? For me spicy. Different beef. Yes. This is a cow, this is barbecue, Барбекю, that's and this is Cow. cow. Слушай, тогда надо 2 брать. Only peso? Pesos or dollars? $1. No. If you give me dollar, that's $2. $2 here, $2 there. No. No русский бизнес? Так стоит ли связываться с прокатом или брать экскурсии? Пока я осматриваю машину на наличие царапин, немного математики. В день $45, бензин на четверо суток $150, средние 40 в день. Это мы еще не рационально поступили, каждый вечер возвращались в отель. Были бы умнее, с 2 остановками в отелях по пути нашего маршрута доехали бы до города Паленке, а это по расстоянию около 700 километров в одну сторону. Прибавим сюда $25 в сутки за полную страховку, на которой я настоял, потому что камень на кубе, прилетевший от встречной машины в лобовое стекло, стоил мне $200. Итого получилось $110 на двоих, то есть по 55. Плюсуем сюда входные билеты от 5 до $20, 3 точки в день. Получается около 80. Если ориентироваться на цены экскурсии с улицы на английском или испанском, то разница минимум $20, на русском уже 35. А если от Танакс тура, то речь уже идет о $50. Взяли машинку. И это, напомню, на двоих. Машиночку взяли. Она как бы микро получается, или что это? Nissan March, я не знаю, у нас есть, нет? Полумикро, полуноут. Да, на автомате. Если вас 4, считайте сами. В любом случае есть свои плюсы и минусы, выбирать вам. Да, кстати, машину за наличные взять не получится, только кредитка. С нее списывается плата за машину и депозит $500. Он стандартный, во всяком случае, за машину такого класса. Наши права подойдут. Стоял. Едем в сторону Тулума через Акумель. Попробуем. Хотя смысла 0, скорее всего. Потому что везде все цветет. Долго будешь пить. Куда ехать? Вот, сейчас направо, ехать. Ух ты. Такие здесь полицейские. Что стоит он, что не стоит. Как дом. Короче, в населенных пунктах такие полицейские. Знаменитый пляж Акумаль. 3-километровый. Вернее, 3 пляжа здесь. Так, куда стать? Если бы не водоросли, видимо, когда в сезон, он очень красивый. Песочек шикарный. Смотри, стоят прямо в этих водорослях, смотри. На местном диалекте Акумаль означает черепаховое место. На пляже Акумаль Карибского моря уже много столетий, с конца апреля до по октябрь черепахи откладывают яйца. Глубина в бухте небольшая, а огороженная часть до 2 метров. Также можно увидеть скатов, каракатиц, барракуду. Вот это все уберите и представьте, как здесь вообще суперски. Ну, ребят, приезжайте сюда только в сезон. А сезон с ноября по март, да? Да, здесь, конечно, на целый день надо приезжать. И только здесь я вспомнил, где я видел это название. На коронах и бокалах микропивоварни Чела де Плая. Для этого ненадолго вернемся во вчерашний алкогольный день. В Плая дель Кармен, на 38-ю улицу.
5 видов баночного и еще на кранах несколько. Да и само место очень уютно. Можете заказать пробнички из 7 сортов, чтобы понять, что вам по душе. Для меня был сюрприз, когда среди бокальчиков оказалась минеральная вода. Как выяснилось, тоже их производство. Цена баночки 0,33 литра 50 песо. Это около $2,5. После одинакового мексиканского пойла для меня это был подарок. Перемотаю еще немного назад к дегустации текилы и мескаля. Вот таких магазинчиков с бесплатной дегустацией полно. Если в каждом делать вид, что не знаете, что сейчас будет происходить, можно прилично окосеть, что мы и сделали. Maybe you have пукле. Пульке. Mezcal is the best, eh? I know. Давай, наливай. We want try mezcal. Mezcal. 38. 45. Пробуй мескаль с утра. 10 с утра еще нет. Вот чем отличается мескаль? А чем надо запить такая красная штучка? Соус был. Smoking. Смокинг. Запивать не Ага. 65. 10 написано. 10 песо. Ну попробуй, ладно. Доллар ему дашь? Домашняя. Это 65? Вообще не чувствую. Very hot, not strong. Это 45. Мне уже не хочется тоже. Your health. Первый раз пробую, слушай, кофе мескаль. Ликер. How much? 100. 2000 pesos. Товарищи зрители, Дмитрий показал, что 10 песо будет стоить домашняя 65-градусная мескаль. Ну, короче, нас напоили, ладно. А это, оказывается, шот стоит $10 один, где змея. Но пришлось настоять, и мы отскочили за 10, за все попробовав. Ну, будем умнее, но это того стоит. Вчера мы просто шот выпили за 3 каждую. Первый самый мескаль был. Первый самый дымчатый, вообще суперский. Время 10, а мы уже Накидались. слюньки. Кофейный 14 оборотов, но просто. Немного информации. Мескаль означает приготовленный в печи агава. Дистиллированный алкогольный напиток производится из вареной сердцевины, пиньи, некоторых растений агавы, которые могут весить 40 килограмм каждая. А текила – это разновидность мескаля, дистиллированный ликер, изготовленный из голубой агавы, в основном в районе, окружающем город Текила, в 65 километрах к северо-западу от Гвадалахары. Производится полностью или в основном из голубой агавы. Традиционно мескаль изготавливается вручную мелкими производителями. В деревне могут быть десятки производственных домов, называемых фабрикас или паленкус. Это важное отличие от текилы, которая в настоящее время в основном производится промышленным способом. Процесс приготовления мескаля интересен. Агаву готовят около 3 дней, часто в ямных печах, которые представляют собой земляные насыпи над ямами с горячими камнями. Эта подземная обжарка придает мескалю интенсивный и характерный дымный аромат. Затем их измельчают и растирают, обычно каменным колесом, вращаемым лошадью, а потом оставляют для брожения в больших чанах или бочках с добавлением воды. Месиву дают ферментироваться. Полученную жидкость собирают и перегоняют в глиняных или медных горшках. Несостаренный мескаль называют човен. Некоторые дистиллированный продукт выдерживается в бочках от 1 месяца до 4 лет, но некоторые могут выдерживать до 12 лет. Как и текила, мескаль дважды перегоняет. Не все бутылки мескаля содержат червя. На самом деле личинка моли, которая может заражать растения агавы. Есть противоречивые истории о том, почему это было добавлено. Некоторые утверждают, что это маркетинговый ход, другие утверждают, что это доказывает, что мескаль пригоден для питья, а третьи говорят, что личинка предназначена для придания аромата. Есть еще пульки или октли, алкогольный напиток, приготовленный из броженного сока растений магеи агава. Слегка вязкая жидкость молочного цвета, которая образует легкую пену, но где я про него не спрашивал, нигде он не продавался. This is price dollars or peso? Dollars for one shot. For one shot. Why? Why expensive? This is домашняя? This is mezcal. Так, это что? How much? Полный тест. $75. We'll Thank be you. back later. 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 Maybe 3 days, maybe. Are you sure, sir? No sure, maybe. Come on.
Маску взял, трубку. Ёпарасты. Страна разводил, они умудряются брать деньги за бесплатный пляж, каким являются все пляжи Мексики, а Кумаль не исключение. Такие черепахи, короче, так плавают, плывают, тебя еле догнал. Вот здесь даются в аренду жилета, и тогда разрешается с черепахами плавать. How much? Ну, вот здесь вот. И вот здесь вот они обитают как бы. $22 стоит обмундирование. И Марика, короче, погнали. Он без жилета пошел, мы погнали, что он лезет туда, где черепахи тусят. В кассе за $6, если хотите, вы получите в свое распоряжение шкафчик, полотенце, душ, туалет. Подытожим, Димарик, стоит туда ехать, когда в сезон? Ну, конечно, черепашку увидеть для детей вообще бомбино. Они там большие, говорят. Огромное. Но там мелкая, я так понял, да? Да, там часочек с Нормально. черепашками поплавать. Вполне нормально. Взять еще подводный бок. Да. Попробовать. Ставим зачет. Сейчас мы заплатим за час вот здесь вот этой барышне $1 20 песо. и поедем в город Тулум. Понятно, значит не дешевле. Захотели холодненького кокоса. В ресторане у парковки увидели баннер «Бодрый мексиканец объявил нам 50 песо». Они вообще слабо говорят по-английски и также слабо скидывают цену. Рассказал целую историю, что надо залезть на пальму, принести, обработать. Не дослушав, мы уже шли к машине, решив, что по пути будет дешевле. Ага, сейчас. Дурака включила. Ай. Это стандартно, ребят. Вот это стандартно. Дурака валяние вот это, так что аккуратненько. Заправки, говорит, ломают деньги, пока не посчитаешь раз купюра, два купюра. Скажешь, ты дал мне 5, а ты дал 20. Сказать по правде, я только об этом читал и слышал от гида. Мы же расплачивались картой, которые принимали везде. Цена на бензин колеблется от 21,80 до 22,80 песо. Так что выбирайте, заправок предостаточно. Чего нельзя сказать о платной дороге, расстояние между ними достигает 100 километров. По мне, так смысла в этом платнике нет, во всяком случае от Канкуна до Мериды, столицы штата Юкатан. Экономия минимальная, и то за счет максимально разрешенной скоростью 110 км в час, а выкинете около $25, и то в одну сторону. Хотя я ехал по бесплатной, под 120, и штрафы не пришли. Интересно, что местные при снижении скорости или намерении остановиться включают аварийку. Смотрел видео, где ребят не заправили по картам и просили нал. У нас такое было, и это потребовало минут на 10 больше, чем обычно. Они заправляют, а потом почему-то не срабатывает терминал. Долго так, много попыток. Просите поменять его на другой, и вуаля. Когда подъехали, выходите из машины быстро, пока он не вставил пистолет в бак. И удостоверьтесь, что 0 на табло. Стойте, пока не заправит. Тут два варианта. Оставляет цифры с предыдущей машины или выставит, какие нужно. Возможно, поэтому и нал. И что, она тебе за полтос отдала 2, да? Не, за 82. Но не такой холодный, Димарь. Прокисший, да? У меня, да. Погнали. У меня лучше. Аккуратно только. Выкини его. Подбродивший. Одно наебало везде. Здесь я сделаю паузу и объясню почему. Фильм о 4-дневной поездке по северной части полуострова Юкатан с посещением всех важных достопримечательностей получился очень объемный и насыщенный. Как бы его еще на 2 части не пришлось делить. Кто подписан на меня, знает, как я отношусь к подбору информации. Здесь я потратил более 2 недель. Даже стал разбираться в календаре майя. Ацтеки, Альмеки, майя, Тальтеки. Чтобы не пропустить, жми на подписаться и колокольчик в пункте «Все». Только тогда ты не пропустишь этот фильм. В общем, пролистываю эти 4 дня и сразу к сдаче автомобиля. Поехали.
Кстати, не смотрите на объявленную сумму за прокат в долларах, а смотрите в песо. В рублях посчитайте сами, она выйдет дороже, так как курс в конторе 22 песо за доллар. И по возможности узнайте, какие номера, потому что распространенные красные номера для арендованных авто – лишний повод остановить вас полицейскими с последующим разводом на деньги. У нас были обыкновенные из двух сторон. Бывают канкунские прокатчики с единственным задним номером, а это в других штатах ох как не любят. Есть русские прокатчики, мы их нашли, у них ценник вроде как дешевле, но когда стали выяснять, на наши даты был только джип Cherokee за $80, без всего. Выясняйте, что туда входит, как правило, еще накидывают налог и страховку. Сейчас бы я из отеля забронировал машину через агрегаторы, благо Wi-Fi мощный. По поводу шопинга идите сразу в супермаркет Walmart. Крепкий алкоголь дешевле, чем где-либо, особенно эксклюзивы вы не найдете, но ценник низкий. Это касается и всего остального. Сувениры, магниты, футболки, шорты. В общем, все от А до Я. Макдональдс есть, но он отстойный. Принесут? Да, наверное. Слушай Димарика и наслаждайся отдыхом. Я просто сейчас добрый, потому что я натакивился. Но я хочу сказать одно. Где мы начинали наш отдых, в нем мы его и заканчиваем. Ну не заканчиваем, еще целая ночь впереди. Но ковидные меры, боюсь, закрывают все мероприятия в 11, максимум 12. А теперь информация для любителей путешествия на машине. Быстренько закрываю эту тему. Не пользуйтесь платными дорогами, то, что касается от Канкуна до Мериды. Короче, едете по побережью до Тулумы, поднимаетесь вверх до Валидолид и потом в сторону до Чеченицы, и от нее уже дорога до Мериды бесплатная, шикарная. Где написано 90 километров, это бесплатная дорога, где написано 110, это платная. Мы взяли с собой оставшуюся почти полную бутылку Балантайса. Едем на Касумель, но говорят, пляжи, которые паблик пляжи, да, они, короче, закрыты, говорят. Мы посмотрим, но я уже понял, сделать вывод один. Страна врунов. Возможно, просто недопонимание языка, возможно. Хотя все говорят, туда не иди, надо идти точно 100%. Спрашивайте внизу в комментариях, я вам все отвечу, что по возможности. Давай вискарь доставай. О, вискарь доставай. А контент снимать не надо. Самое вкусное буррито, самое большое. Это получается в районе 7, наверное, $8, не знаю. Оно еще дается с барашком. Заведение называется Эль Фогон. Можно сказать, напротив Меги. Чтобы поесть. Порции большие и вообще все офигенно. Хорошее кафе. Здесь наливают. Сейчас колу купим, зальем туда балантайсику и все. И Касумель. Нам еще 8 кварталов идти. Вон туда. Где наш любимый 7-Eleven? Покажи. А, вижу. Вон там. 7-Eleven алкоголь начинает продавать с 9 утра, а заканчивает уже в 5. По поводу снятия наличных аппаратов много, но за кэш приличные проценты. Дима снимал $200, сняли то ли 20, то ли 30, не вспомню. По поводу Касумеля. Это самый большой остров Мексики. Лодка-бот вот этот скоростной уходит через 1,5 часа. Я думал через час. Постоянно маски спрашивают. А вообще получилось не 26, а 27. Открытие Касумеля произошло в 1518 году, а в 1961 году Жан-Ив Кусто назвал его одним из лучших мест в мире для подводного плавания. Правда, ураган Вильма обрушился на остров в 2005 году и серьезно повредил некоторые места для дайвинга, но большинство глубоководных рифов остались невредимыми. Майя оставили здесь более 10 старинных археологических зон, но сейчас это лишь руины и почти все они недоступны для туристов.
Да, хотелось бы так, но вышло совсем по-другому. Меня размазало по стулу. 40 минут ехали, плыли. Остров Касумель, как другое государство, просто куча народу, муравейник, отели. Все едут за чистой водой. Ничего не прочитав об острове, решили пересечь его, чтобы оказаться на противоположной стороне, где нет порта и больших судов, подальше от международного аэропорта и главного города острова Сан-Мигель, где сосредоточена вся туристическая инфраструктура. Сразу скажу, цены здесь аховые, начиная от сувениров и заканчивая бензином и такси. Про отели не знаю, думаю, картина та же. Общественного транспорта нет, а где останавливаются круизные лайнеры, ценники в ресторано-развлекательном ряду только в долларах. В песо уже никто не расплачивается. Почему мы решили прогуляться, не знаю. Может, еще и потому, что многие обустроенные пляжи здесь платные. От $10 на человека. Вот цены на острове, 23,19. И мы идем уже минут 30. Манго с перцем, уникальное издевательство над вкусом. Это оно. Это оно. $2 пакетик. Просто ради того, что попробовать, не знаю. Только потом я прочитал, что 90% острова покрыто непроходимыми джунглями и болотами. Короче, когда через час пешкадрала мы не увидели море, я понял, что пора идти обратно. А надо-то было всего пройти 16 километров. Да. Ушатались в хлам. Балантайн закончился. Вы скажете, так взяли бы такси, чушь. Спасибо, за $35 в одну сторону вынужден отказаться. Да, там бесплатные пляжи и большие волны. Итог. Обратно пешком не вытянем. Бестолковые виды. Maybe you know where's kilometers, 20 kilometers or not? No, it's 21, 22. 21, 22 kilometers. If they come here, coming back is 40. Окей. Ну я говорю 21-22 километра. My English is bad. My English is bad. Смотри. Ты не отмазывайся. Мы сейчас прилетели за 27 на человека сюда, чтобы что, походить пешком? Ну, можно было вообще там купаться. Правильно. Нахрена? Не приезжать сюда. Где там купаться? Лыткарина, отличный язык. Ну я понял, все понял. Зачем мы время потратили? Мы бы сейчас покупались. Вот его. Короче, за $10 просто тупо обратно едем. Просто. Потому что вокруг острова $50. А у тебя какие предложения были? Вообще не ходи. Совет. Вариант первый. Чтобы понять этот остров, надо соглашаться на те $25, которые вам устраивают еще плюс билетов. То есть это машина через весь остров вокруг, пляжи, какой-то еще водный мотоцикл. По-другому остров не поймете. Вот мы сидим, потратили $27, чтобы только приехать, посмотреть воду без водорослей. И то, по-моему, ну кирпичные. Нет, Вот там где-то пляж. Вариант 2. Взять экскурсию, но это будет стоить от $130 на человека. 3 коралловых рифа, погружение на полчаса на каждый, поваляться на пляже и обед. Ну, удовольствие такси. Если захотите самостоятельно прогуляться от пирса до ближайшего песчаного пляжа, то придется идти очень долго, вдоль каменистого кораллового берега. Или можете прокатиться на такси за $15. Вариант 3. Взять в прокат велосипед. Там уже обойдется от $22 за сутки. Вариант 4. Там же взять в прокат авто от $50 без страховки. Ценник скутера и квадроцикла не знаю. Вариант 5. Переправиться с арендованной машиной на пароме. Услуг представляет две компании. Транскариба и Ультрамар. Стоимость $35 и $32 соответственно в одну сторону. Включая водителя и плюс $3 за каждого дополнительного человека. Плыть почти 2 часа. Вариант 6. Легкомоторный самолет от $300 на четверых. Галочка о посещении данного места дорогая и бестолковая. Че приезжали? Вот на это посмотреть. На ласточек.
Короче, не суйтесь на этот остров, если не знаете, куда идти, что делать там, разведайте Если все. без Димарика. С Димариком может... Да заткнись тоже. Если не разведать, что вам делать, куда идти, на какой его пляж и так далее. Свисту пляски, свисту пляски. Потратите деньги просто и все. Я так и не понял ничего. Но мы просто Ну, уже если Володя не понял, уставшие. значит, что вы не можете понять. Расскажи, что ты, Слушайте расскажи, что ты понял делать. Все будет офигенно, Расскажи. если вы будете с Димариком. Расскажи, что ты делаешь. Все, отойди, вам Все понятно. Ну, тупешка. Так что же такое Мексика вне сезона? Для меня, кто не любит валяться тюленем на пляже, одни плюсы. Это за недорого посмотреть все красоты страны, увидеть пирамиды, искупаться в сенотах, отсутствие очередей на главном достопримечательности. Единственный минус, это мое мнение, не для детей. И причина тому саргассовые водоросли. Они, конечно, постоянно убираются, но вода у берегов все равно мутная. Хотя, опять же, есть остров Косюмель, но туда не накатаешься, очень дорого. Кстати, на водоросли можно нарваться и в сезон. Пример тому пляжа Тулума, 2019 год, новогодние праздники, посмотрите. Еще заявлено повышенное количество осадков, а август-сентябрь, ураганы и смерчи в районе Мексиканского залива. У нас дождливым был один день из 7. Пока монтировал фильм, специально отслеживал. В начале августа, когда мы улетели, пошли дожди. В начале сентября какой-то поселок вообще смыло. А уже 9 сентября ролик из Пальма-дель-Кармен. Чистый пляж, вода бирюзовая, погода шикарная. Так что не сезон, считаю понятием относительным. Второй вопрос, что выбрать? Плая-дель-Кармен или Канкун? Так прямо сказать невозможно. Это лучше, это хуже. Выражу свое мнение, скорее всего поверхностное. На уровне впечатления одного вечера. Канкун – это красивый пляж, 5-звездочные отели, огромные здания. Даже парочка археологических раскопок имеется. Но мы до них не доехали, потому что они меркнут по сравнению с тем, что мы проехали. Смотрите, кстати, в следующем фильме. Если не хотите шумных вечеринок, то вам северная часть косы. Нижняя часть косы для серферов, она ветреная. Расстояния там приличные, а такси от отельной зоны стоит очень дорого. Я люблю курортные городочки, такие маленькие, уютненькие. Они и подешевле, как правило. И на 70 километров ближе ко всем достопримечательностям полуострова Юкатан. Я намекаю на Плая-дель-Кармен. А это уже Плая-де-Кармен. Мы уже здесь. Тоже ничуть не хуже. Бухло, смотри. Вставай, Володя. Люди поехали уже. Пирамиды. Ой. Ты где? Куда? Опять пить? Пирамиды. Или за руль? Конечно бы, если в эту гонку добавить пляжи Тулума, этот городок находится еще ближе на 50 километров, с его белоснежными бесконечными пляжами, я бы, наверное, выбрал бы Тулум. Но тут вопрос цены. Американцы вообще его сравнивают с Ибицей. В январе здесь проходит музыкальный фестиваль и съезжаются все знаменитые диджеи. Для наших же туристов, конечно, ценник покажется космическим. Для американцев, под которых заточен Тулум и Канкун, съесть блюдо из морских гадов за $30 – это копейки. Подытожу. Для меня, чтобы кайфануть от Мексики и понять ее, Плая-дель-Кармен. Если был полезен, ставь лайк.